Привет, меня зовут Зентилиум. Сегодня я рисую мемчики, потому что мне захотелось, и потому что у меня какое-то время был арт-блок. Кстати, про него мы сегодня поговорим, но сначала вот несколько работ моих, чтобы вы хоть как-то со мной познакомились, если впервые кликнули на видео. Хочу чуть-чуть поговорить сначала про комплексы, затем перейти к самой теме арт-блока, как я там с ним борюсь и все такое. Предупреждение, комплексы мои, справляюсь я с ними своими какими-то методами. Мои комплексы, мои методы и так далее могут вам не подойти, не быть вашими. Было бы здорово, если бы вы поделились своими какими-то способами и методами, как вы там с ними боретесь, ломаете, как этот чертов арт-блок. У меня всего, наверное, 5 проблем, из-за которых может возникнуть арт-блок. У меня часто бывает то, что я не могу ни с кем делиться своим творчеством. Особенно это касается людей, которых я не знаю. Я спокойно показываю свои картинки семье или своим друзьям. Например, Кристине я просто каждую картинку отправляю, любой скетч. У меня даже в паблике нет столько скетчей, сколько есть у нас в переписке. Вот. Еще очень сложный для меня момент — это отметить человека или компанию, продукцию, чего я рисовала, или портрет. Очень это сложно мне дается. Например, я рисовала Ашника, и я ее очень скромно отметила в Твиттере, надеясь, что, господи, она заметит, лайк поставит, и все, хватит. Она просто увидит, и я уже пойму, что она видела. Просто забыть, больше никогда не показывать. Это очень большая проблема. Я могу нарисовать там фан-арт, но я боюсь отмечать официальный аккаунт, я боюсь отмечать фан-аккаунт. И мне просто очень страшно, что люди заметят и такие: это что такое? Это не канон, это фу-фу-фу. Еще я очень боюсь, что в какой-то момент неосознанно начну плагиатить работы других художников. Еще большой проблемой для меня является то, что я себе часто занижаю самооценку пунктом о том, что кроме рисования я ничем не занимаюсь. Это, конечно, все брехня собачья, но мой мозг мне говорит: давай, делай что-нибудь еще, а я ничего не делаю, сижу, картинки рисую, и он мне очень сильно за это срывает. Неуверенность в своем скилле, в своем стиле рисования. Именно этот пункт, я думаю, является причиной всех остальных. Если бы я была полностью уверена в своих картах, я бы, конечно, отмечала людей, я бы, естественно, делилась с работами в соцсетях без какого-либо заднего числа. Я озвучила свои комплексы, и все эти комплексы у меня очень плавно выливаются в арт-блок. Особенно, когда их становится несколько, и, например, у меня нет неуверенности в своем стиле или скилле, но есть боязнь там показывать кому-то что-то. И тогда у меня начинается арт-блок, причем арт-блок — это не отсутствие желания рисовать. Желание рисовать есть, однако нет либо времени, либо нет желания постить куда-либо, показывать кому-то, даже близким друзьям и так далее. Просто очень страшно, очень-очень страшно. Мы живем именно в таком мире, где все страшно. Также у меня может быть желание нарисовать какой-нибудь фанарт, но я боюсь, что все посчитают это каким-то неуместным ходом пропиариться. Например, сейчас вышел клип Kiddy A. Мне он понравился. Персонажи красивые. Как говорилось в ТикТоке, красивый мужчина в красивых трусах. Но мне, страшно. Я начну рисовать, и все такие: это хайп. Это пиар. Просто, не знаю, мне это неприятно. Красивый мужчина в отличных трусах. Спасибо ТикТоку за все его тренды. А теперь чуть-чуть расскажу про то, как именно я борюсь с этим. У вас могут быть совершенно другие методы, это как бы нормально, даже более чем. Пожалуйста, поделитесь ими, будет очень приятно, прикольно и вообще суперски. Спасибо. Обычно, когда доступает арт-блок, как я уже говорила, нет желания выкладывать, нет удовольствия от процесса, нет удовольствия от результата. Пытаюсь сделать так, чтобы оно появилось. Начинаю рисовать то, что мне нравится, как мне нравится, пытаться сделать так, чтобы меня это устраивало. Если это не прокатывает, то я просто пытаюсь доделать все то, что мне не нравится, переосиливаю себя, иду доделывать те скетчи, которые мне изначально не нравились, когда я их начинала,
и перерисовываю их так, чтобы, ну, естественно, с анализом, чтобы понять, что мне там не нравилось и так далее. Кстати, про то, что рисую то, что мне нравится, как раз-таки это видео, я рисую мемы. И это то, что мне нравится. Процесс был замечательный. Я чуть позже расскажу, как я рисовала картинки. Потом я еще, если прям вообще не могу получить удовольствие от процесса и результата, то не вижу смысла себя заставлять. И часто могу уйти от соцсетей, уйти из паблика, не рисовать несколько. У меня уже давно достаточно сформирована привычка рисовать хотя бы по часу в день, и поэтому, если я не рисую, я себя чувствую, я чувствую груз. Я что-то не сделала, меня гложет вина. Я очень не люблю это чувство. Если ни то мне не помогло, я иду рисовать что-то новое, иду смотреть какие-то новые техники, палитры. Пытаюсь сделать что-то новое, разнообразить, так сказать, процесс рисования. Если уж совсем мне ничего не помогло, то я иду искать вдохновение, потому что единственное, что меня заставит рисовать, это удовольствие от процесса и от результата. А оно у меня будет только тогда, когда мне очень-очень понравится то, что я нарисовала. Следовательно, нужно пойти почитать книжку, пойти посмотреть на работы других художников, посмотреть, что они делают, как они это делают, посмотреть какой-нибудь фильм, сериал, послушать музыку, что-то вот такое. Ну или пойти поиграть в игры. Кстати, игры в моей жизни заменяют все эти пункты. Если я не хочу рисовать, значит, я, скорее всего, играю или читаю. Это, пожалуй, все методы моей борьбы с арт-блоком, кого имеется. Обычно его нет, но иногда случается такая вакханалия. Опять чуть-чуть, буквально совсем маленько расскажу про то, как я делала картинки-мемы. У меня было очень плохое настроение, и я решила, что было бы здорово как-то себе его поднять. Плюс еще я состою в группе ВКонтакте, Рисоваки называю. И мы там иногда проводим челленджи по типу сломанного планшета, редгава и так далее. И вот как раз-таки на редгав мы все дружно выбрали мем первый, который вы видели в спидпейнте. Я не буду материться. Просто. Я очень тихо скажу «Исим». Для группы я его сделала первым и потратила 48 минут. Потом я буду тратить чуть-чуть меньше времени на картинки, но все они в пределах часа. Я так назвала файл. Это та самая непонятная гусеница. Я не знаю, откуда она. Я найду мультик и вставлю обложку и название видео, чтобы вы могли посмотреть этот мультик. Я не знаю зачем, правда, но я вставлю. Я очень люблю такую цветовую палитру, особенно когда есть вот этот теплый зеленый, смешанный с холодным зеленым, перелив в желтый, коричневый. Это мое, мне очень понравилось рисовать картинку, она суперская, классная. Ставлю лайк. Очень милая, очень было весело рисовать, особенно когда я рисовала глаза. Я очень долго думала, сделать ей блик, не сделать ей блик. Сделать блик, не сделать ей блик. Я пока ее намечала, только об этом и думала. Дальше идет мой любимый мем с очень красивой женщиной. Она очень красивая. Что в меме, что так. Мне вообще всегда очень нравилась стилистика 2000-х, 90-х, когда все телевизоры еще мыльные, поэтому очень мыльный блеск яркий, очень цвета такие интересные, красивые. Я обожаю эту эстетику, и для меня это самый любимый мем. Тут такой красивый портрет вышел, мне так нравится палитра, еще вышло в общем лицо атмосфера. Моя младшая говорит, что мы чем-то похожи с этой женщиной. Я думаю, только душевным состоянием, потому что быть такой красивой опасно. Следующий мем я рисовала, я его назвала «Писька», но там «Фу, у вас на фотке писька». С ним есть очень веселая история. У меня раньше была открыта, у меня и сейчас открыта личка. Мне она нужна для того, чтобы трейды брать или чтобы писать кому-то, чтобы не было никаких затруднений. И поэтому иногда ко мне в личку может постучаться какой-нибудь интересный мужчинка, а интересные мужчинки присылают интересные фотки. И вот эта картинка, она меня не раз спасала, потому что я никогда не знаю, что ответить на внезапный дикпик. Но ответить котом, который говорит «Фу, у вас на фотке писька»,
всегда намного лучше, чем писать о том, что ой, фу, бла-бла-бла. Кстати, это самый быстрый рисуночек, который я нарисовала. Мне он очень нравится. Ничего больше сказать не могу. Последний мем я рисовала, наверное, минут 40-45. Я как только увидела этих девочек, я сразу подумала, что я их нарисую. Как только я увидела этот мем, я решила, что я его точно нарисую. У меня сразу в голове и фон, то, как они будут стоять, как перерисовать их, чтобы они были такие вух, а другая ву. Вообще. Все ссылки можно увидеть внизу в описании, можно еще написать мне комментарий, где вот эти штуки блогерские, лайки, подписки, бла-бла-бла. Ну и все. Тут где-то сбоку должно быть видео. Тыкайте, смотрите. До свидания. Пока.